Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня я раскрою вам тайны, которые козерогам никто не рассказывал. Этот знак зодиака часто ассоциируется с силой, уверенностью и упорством. Но что скрывается за этой броней? Как козероги справляются с внутренними страхами, которые порой удерживают их от настоящего успеха? Если вы думаете, что знаете все о козерогах, сегодня вы удивитесь. Мы обсудим 27 скрытых страхов козерога и научимся, как преодолеть их с помощью древних астрологических знаний, кармических законов и ритуалов. Подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, чтобы не пропустить другие тайны астрологии. Один из главных страхов козерога – это страх неуспеха. Он всегда стремится к вершинам, но внутренний голос иногда шепчет, что успех может ускользнуть. Кармический совет: страх неуспеха у козерогов часто связан с внутренним идеализмом и ожиданием мгновенного результата. Однако жизнь – это путь, на котором успех измеряется не только конечными достижениями, но и пройденными уроками. Карма учит нас, что каждый неуспех – это возможность для роста, для изменения тактики и укрепления характера. Неуспех – это не конец, это лишь новая глава, которая позволяет вам стать лучше. Важно научиться смотреть на свои ошибки не как на поражение, а как на ступени к совершенству. Аффирмация: я принимаю каждый шаг как возможность для роста и достижения цели. Эта аффирмация помогает переосмыслить значение неудач и преобразить их в опыт. Визуализация: закройте глаза и представьте перед собой высокую гору. Вы стоите у подножья, и каждый ваш шаг ведет к вершине. Иногда вам приходится остановиться, чтобы перевести дух, или даже отступить назад, чтобы найти новый путь. Представьте, что каждый ваш шаг, даже самый трудный, приближает вас к вершине. Почувствуйте, как радость от процесса поднимает ваше настроение. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится зеленая свеча, символ процветания и успеха, и малахит, камень, усиливающий уверенность и способность преодолевать преграды. Найдите уединенное место, где вас никто не потревожит. Зажгите зеленую свечу и положите перед собой малахит. Сядьте в удобную позу и сосредоточьтесь на пламени свечи. Представьте, как пламя поглощает все ваши страхи перед неуспехом. Держите малахит в руках и почувствуйте его энергию. Он помогает преобразовать страх в уверенность. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, визуализируя себя успешным и уверенным на своем жизненном пути. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете, что страх ушел. Второй страх – страх потери контроля. Козероги всегда хотят держать все под контролем, но это может создавать напряжение. Кармический совет: желание все контролировать – это иллюзия, которая сковывает ум и сердце. Карма напоминает нам, что истинная сила в том, чтобы уметь отпустить. Жизнь течет, как река, и попытки контролировать каждый ее изгиб приведут только к истощению. Примите, что иногда обстоятельства вне вашего влияния, и позвольте Вселенной взять на себя часть забот. Когда вы доверяете потоку жизни, контроль приходит естественно. Аффирмация: я доверяю Вселенной и ее замыслу. Эта аффирмация учит вас отпускать ненужный контроль и доверять жизни. Визуализация: представьте, что вы стоите на берегу реки. Вода течет спокойно, и вы решаете ступить в нее. Вы не пытаетесь изменить направление течения, а просто плывете по воле воды, наслаждаясь процессом. Почувствуйте, как вода поддерживает вас и ведет, а вы доверяете ей. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится синяя свеча, символ спокойствия и внутренней гармонии, и аметист, камень, который помогает успокоить разум и обрести внутренний покой. Найдите спокойное место, где вас никто не отвлечет. Зажгите синюю свечу и держите аметист в руках. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как каждый вдох приносит спокойствие, а каждый выдох освобождает вас от желания контролировать. Представьте, как пламя свечи растворяет ваш страх перед потерей контроля. Визуализируйте, как вы отпускаете все ненужное и погружаетесь в поток жизни. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете, что страх уходит. Третий страх. Козероги боятся признать свою уязвимость. Они предпочитают скрывать слабости, но это мешает истинной гармонии. Кармический совет: уязвимость – это не слабость, а истинная сила.
Карма учит, что только когда мы готовы показать свою уязвимость, мы открываемся для подлинной близости и принятия. Признание своих слабостей и страхов – это шаг к внутреннему освобождению. Примите, что уязвимость делает вас человеком, а не роботом. Аффирмация «Моя уязвимость» – это источник моей внутренней силы. Это утверждение помогает трансформировать страх уязвимости в уверенность в своей внутренней силе. Визуализация. Представьте, что вы стоите перед зеркалом и смотрите в свои собственные глаза. Вы видите все свои страхи, неуверенность и слабости. Но вместо того, чтобы отвергнуть это, вы улыбаетесь своему отражению и принимаете все, что видите. Почувствуйте, как это принятие приносит внутренний покой. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится розовая свеча, символ любви и принятия, и розовый кварц, камень, который помогает открыть сердце. Зажгите розовую свечу и положите розовый кварц перед собой. Закройте глаза и глубоко вдохните. Почувствуйте, как свет свечи согревает ваше сердце и приносит ощущение любви и принятия. Держите кварц в руках и сосредоточьтесь на его энергии. Он помогает исцелить сердце и принять свою уязвимость. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, чувствуя, как страх уязвимости растворяется в свете любви. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете внутреннюю гармонию. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный 2-дневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение тайных страхов и тревог знака зодиака Козерог. 4-й страх. Страх не оправдать ожидания окружающих. Козероги склонны взваливать на себя слишком много ответственности. Кармический совет. Жизнь – это не гонка на удовлетворение чужих ожиданий. Карма учит, что мы должны жить в соответствии с собственными желаниями и внутренними ценностями. Когда вы следуете своей истине, ожидания окружающих теряют свою власть над вами. Примите, что вы никому ничего не должны, кроме как себе. Аффирмация «Я живу в соответствии со своими желаниями, а не чужими ожиданиями». Эта аффирмация помогает вам сосредоточиться на своих приоритетах, а не на давлении извне. Визуализация. Представьте, что вы идете по дороге, и люди вокруг дают вам советы и указывают направление. Но вы спокойно идете своей дорогой, не обращая внимания на их указания. Почувствуйте, как вы становитесь увереннее с каждым шагом. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится белая свеча, символ чистоты намерений, и селенит, камень, который помогает очистить ум от навязанных мыслей и ожиданий. Зажгите белую свечу и положите селенит перед собой. Закройте глаза и сконцентрируйтесь на пламени свечи. Представьте, как оно сжигает все ненужные ожидания других людей. Держите селенит в руках и почувствуйте его очищающую энергию, которая освобождает вас от давления чужих ожиданий. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете освобождение от ожиданий. 5-й страх. Страх непризнания. Козероги боятся, что их усилия останутся незамеченными. Кармический совет. Карма напоминает, что признание – это результат внутренней уверенности, а не внешних похвал. Когда вы начинаете ценить себя, внешнее признание приходит естественным образом. Живите для себя, а не для одобрения окружающих, и тогда все ваши достижения будут иметь ценность, даже если их никто не замечает. Аффирмация «Мои достижения важны, даже если их никто не видит». Эта аффирмация помогает сфокусироваться на внутренней ценности своих достижений. Визуализация. Представьте, что вы находитесь на сцене, а зал перед вами пуст. Вы делаете свое дело, не ожидая аплодисментов или похвалы, но каждый ваш шаг наполняет вас радостью, потому что вы знаете свою ценность. Почувствуйте, как ваша уверенность растет с каждым движением. Ритуал избавления от этого страха. Вам понадобится золотая свеча, символ внутренней ценности, и тигровый глаз, камень, который усиливает уверенность в себе. Зажгите золотую свечу и положите тигровый глаз перед собой. Сосредоточьтесь на свете свечи, представляя, как она усиливает вашу внутреннюю уверенность и избавляет вас от желания искать признание извне. Держите камень в руках, чувствуя, как он наполняет вас силой и уверенностью.
Прочитайте аффирмации 3 раза вслух. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете внутреннее удовлетворение. 6. Страх. Страх одиночества. Кармический совет. Карма учит нас, что одиночество – это не наказание, а возможность погружения в себя и обретения внутреннего мира. Принятие одиночества дает возможность услышать свою душу, установить связь с внутренней мудростью и развить истинное самопринятие. Иногда путь к духовному росту требует одиночества, чтобы человек мог узнать себя глубже и стать независимым от внешнего одобрения и присутствия других людей. Аффирмация «Мое одиночество» – это время для личного роста и внутренней гармонии. Эта аффирмация помогает трансформировать одиночество в период самопознания и развития. Визуализация. Представьте, что вы идете по лесной тропе, окруженной тишиной и спокойствием. Вдали нет ни одного человека, только вы и природа. Но эта тишина не пугает вас, а наоборот, наполняет чувством умиротворения. Вы чувствуете, как ваша душа гармонирует с природой, а одиночество становится союзником на пути к личному просветлению. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится фиолетовая свеча, символ духовного пробуждения, и аметист, камень, помогающий преодолеть страх одиночества и усилить внутреннюю гармонию. Зажгите фиолетовую свечу и положите перед собой аметист. Сядьте в удобную позу, закройте глаза и представьте, что пламя свечи согревает вашу душу, наполняя ее светом и покоем. Держите аметист в руках и почувствуйте его исцеляющую энергию, которая помогает избавиться от страха одиночества. Прочитайте аффирмации 3 раза, чувствуя, как ваше одиночество превращается в источник силы. Оставьте свечу гореть, пока не ощутите полное спокойствие. 7. Страх. Страх финансовой нестабильности. Кармический совет. Деньги – это энергия, и как любая энергия, она требует баланса. Карма учит, что для того, чтобы привлечь финансовое изобилие, нужно научиться не зацикливаться на недостатке и страхе потерять деньги. Жизнь – это цикл, и то, что уходит, всегда возвращается. Доверьтесь потоку изобилия, и деньги начнут приходить, когда вы отпустите тревогу по поводу их недостатка. Аффирмация «Я открыт для потока изобилия, и деньги приходят ко мне легко». Эта аффирмация помогает избавиться от блоков и страхов, связанных с финансами, и привлечь изобилие. Визуализация. Представьте, что вы стоите под водопадом, но вместо воды на вас льется поток золотых монет. Они окружают вас и падают к вашим ногам, наполняя ваше сердце чувством благодарности и достатка. Почувствуйте, как этот поток изобилия увеличивается, и деньги приходят к вам легко и свободно. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится зеленая свеча, символ изобилия и финансового процветания, и цитрин, камень, который помогает привлекать богатство и успех. Зажгите зеленую свечу и положите перед собой цитрин. Сконцентрируйтесь на пламени свечи, представляя, как она привлекает к вам энергию изобилия. Возьмите цитрин в руки и почувствуйте, как его энергия наполняет вас уверенностью в своем финансовом будущем. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, визуализируя поток богатства, который приходит в вашу жизнь. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете, что страх исчез, и вы настроены на изобилие. 8. Страх. Страх быть отвергнутым. Боязнь быть отвергнутым часто преследует козерогов в личных отношениях. Кармический совет. Отвержение – это не конец пути, а лишь указание на то, что вы двигаетесь в неверном направлении. Карма учит нас, что иногда отказ – это благословение, которое уберегает нас от ненужных испытаний. Когда вы принимаете отвержение как часть своего пути, оно теряет свою силу и перестает причинять боль. Окружающий мир отражает вашу уверенность в себе, и если вы принимаете себя таким, какой вы есть, отвержение становится менее болезненным. Аффирмация «Я принимаю себя таким, какой я есть, и мир принимает меня». Эта аффирмация помогает укрепить уверенность в себе и уменьшить страх перед отвержением. Визуализация. Представьте, что вы идете по дороге, а вокруг вас люди, некоторые из которых отказываются общаться с вами или не обращают внимания. Однако каждый ваш шаг наполняет вас внутренней уверенностью и самопринятием. Вы понимаете, что те, кто отвергает вас, просто не подходят вам, и это не делает вас менее ценным.
Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится розовая свеча, символ любви и принятия, и родонит, камень, который помогает исцелить раны, связанные с отвержением, и укрепить уверенность в себе. Зажгите розовую свечу и держите родонит в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи окутывает вас любовью и принятием. Почувствуйте, как страх перед отвержением растворяется в свете. Держите камень в руках, чувствуя его исцеляющую энергию, которая помогает вам восстановить уверенность в себе. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как ваш страх растворяется. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха. 9 страх. Страх неизвестности. Кармический совет. Неизвестность – это часть жизни, и карма напоминает, что контроль невозможен. Когда вы принимаете неизвестность как возможность для роста и новых открытий, она перестает пугать вас. Мир полон чудес, которые открываются лишь тем, кто готов шагнуть в неизвестность с уверенностью. Примите, что каждый новый день приносит вам новые уроки и возможности, и это делает жизнь захватывающей. Аффирмация «Я приветствую неизвестность с открытым сердцем и готовностью к новым возможностям». Эта аффирмация помогает уменьшить страх перед неопределенностью и научиться доверять потоку жизни. Визуализация. Представьте, что перед вами темный туннель, который символизирует неизвестность. Вы делаете первый шаг в него, не видя, что ждет вас впереди. Однако с каждым шагом свет вокруг становится ярче, и вы начинаете видеть новые перспективы, которые открываются перед вами. Почувствуйте, как этот свет наполняет вас уверенностью. Ритуал избавления от этого страха. Вам понадобится белая свеча, символ чистоты и новых начинаний, и лунный камень, который помогает справляться с переменами и неизвестностью. Зажгите белую свечу и положите перед собой лунный камень. Закройте глаза и представьте, что свет свечи освещает ваш путь в будущее. Неизвестность становится менее пугающей, и вы готовы к новым открытиям. Держите лунный камень в руках, чувствуя его мягкую энергию, которая помогает справиться с переменами. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, визуализируя, как страх неизвестности исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не ощутите готовность к новым возможностям. 10 страх. Страх оказаться неподдержанным. Кармический совет. Мы все находимся на своем пути. Иногда помощь приходит оттуда, откуда не ждешь. Карма учит, что когда вы доверяете Вселенной и верите, что нужные люди и ресурсы придут в нужный момент, страх остаться без поддержки уходит. Примите, что иногда помощь приходит не от тех, кого вы ожидаете, но она всегда есть, стоит лишь открыть свое сердце. Аффирмация «Я доверяю Вселенной, и нужные люди приходят ко мне в нужный момент». Эта аффирмация помогает избавиться от страха оказаться без поддержки и настроиться на получение помощи от Вселенной. Визуализация. Представьте, что вы стоите на краю утеса, и вам кажется, что никто вас не поддержит. Но как только вы решаете сделать шаг вперед, за вашей спиной появляются сильные руки, которые поддерживают вас. Вы чувствуете себя уверенно и защищенно, зная, что помощь всегда придет вовремя. Ритуал избавления от этого страха. Вам понадобится голубая свеча, символ доверия и поддержки, и лазурит, камень, который укрепляет доверие и уверенность в том, что помощь всегда рядом. Зажгите голубую свечу и положите перед собой лазурит. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет ваше сердце доверием ко Вселенной. Держите лазурит в руках, чувствуя его поддерживающую энергию, которая помогает вам справиться с этим страхом. Прочитайте аффирмации 3 раза вслух, ощущая, как страх уходит, а уверенность в поддержке приходит. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное доверие и спокойствие. 11 страх. Страх потери здоровья. Кармический совет. Карма напоминает, что наше физическое тело является отражением нашего внутреннего состояния. Страх потери здоровья часто возникает из-за внутреннего дисбаланса и беспокойства. Ваше тело – это храм души, и оно требует заботы, как физической, так и духовной. Понимание того, что энергия внутри вас должна быть сбалансирована, помогает вам сохранить здоровье и справиться с болезнями. Поддержание гармонии между телом, умом и духом важно для долгого и счастливого существования. Аффирмация «Мое тело здоровое и сильное, я доверяю своему организму». Эта аффирмация помогает укрепить веру в свое здоровье и избавиться от страха болезней.
Визуализация. Представьте, что вы стоите на берегу моря, а вода символизирует исцеление. Каждая волна мягко омывает ваше тело, снимая боль, страх и напряжение. С каждым касанием воды вы чувствуете, как ваше здоровье укрепляется, а тело наполняется жизненной силой. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится зеленая свеча, символ здоровья и восстановления, и нефрит, камень, который способствует исцелению и восстановлению. Зажгите зеленую свечу и положите перед собой нефрит. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи наполняет ваше тело светом и энергией, оздоравливая каждую клетку. Возьмите нефрит в руки и почувствуйте его исцеляющую силу, которая помогает вам восстановить здоровье и избавиться от страха. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, представляя себя полностью здоровым и сильным. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете внутреннюю уверенность в своем здоровье. 12. Страх. Страх не оправдать ожидания других. Кармический совет. Стремление оправдать ожидания других – это путь к потере собственного «я». Карма напоминает нам, что наша миссия на Земле – это быть верным себе и своему пути, а не жить по чужим стандартам. Осознание своей уникальности и предназначения – ключ к освобождению от этого страха. Примите то, что вы не обязаны соответствовать чужим ожиданиям, и этот страх уйдет. Аффирмация «Я следую своему пути, и мне не нужно оправдывать чужие ожидания». Эта аффирмация помогает освободиться от давления со стороны других и вернуть контроль над собственной жизнью. Визуализация. Представьте, что вы стоите на сцене, а перед вами огромная толпа людей. Все они с ожиданием смотрят на вас, но вместо того, чтобы испытывать страх, вы чувствуете силу и уверенность. Вы понимаете, что ваше предназначение не следовать за чужими ожиданиями, а быть собой, и это приносит вам свободу. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится синяя свеча, символ уверенности в себе и своей правде, и содолит, камень, который помогает обрести внутреннюю свободу и независимость. Зажгите синюю свечу и держите содолит в руках. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи наполняет вас внутренней уверенностью, освобождая от страха не оправдать ожидания других. Держите камень, чувствуя, как его энергия помогает вам освободиться от внешнего давления. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, представляя, как вы обретаете свободу от ожиданий. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от этого страха. 13. Страх. Страх изменений. Кармический совет. Изменения – это неизбежная часть жизни. Карма учит нас, что сопротивление переменам лишь задерживает наш духовный рост. Чтобы расти и развиваться, нужно принимать изменения как новые возможности. Движение вперед, даже если оно вызывает страх, открывает двери к новым перспективам. Осознайте, что каждый конец – это начало нового пути, и изменения всегда ведут к лучшему, даже если это не сразу видно. Аффирмация «Я приветствую изменения, зная, что они приносят мне рост и новые возможности». Эта аффирмация помогает принять перемены и уменьшить страх перед неизвестностью. Визуализация. Представьте, что перед вами закрытая дверь, за которой находится нечто неизвестное. Вы подходите к ней, несмотря на страх, открываете дверь. За ней солнечный свет, новые горизонты и радость от нового этапа жизни. Вы делаете шаг вперед, и страх отступает, уступая место восторгу от перемен. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится белая свеча, символ новых начинаний и чистоты, и опал, камень, который помогает принять изменения и перемены. Зажгите белую свечу и положите перед собой опал. Закройте глаза и представьте, как свет свечи освещает ваш путь, символизируя новые возможности, которые приносят перемену. Возьмите опал в руки и почувствуйте его мягкую энергию, которая помогает вам принять изменения. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх уходит и на его место приходит готовность к новым этапам жизни. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете уверенность и готовность к переменам. 14. Страх. Страх конфликтов. Кармический совет. Карма учит, что конфликты – это возможность для роста и развития. Иногда мы избегаем конфликтов, боясь разрушений, но на самом деле конфликты могут быть полезны, если они ведут к очищению и улучшению отношений.
Избегание конфликтов может создать внутреннее напряжение, которое блокирует наше развитие. Примите конфликты как часть жизни и учитесь вести их с уважением к себе и другим. Аффирмация «Я решаю конфликты с мудростью и уважением, не боясь выражать свои чувства». Эта аффирмация помогает укрепить уверенность в себе и не бояться конфликтов, видя в них возможность для роста. Визуализация. Представьте, что вы стоите перед человеком, с которым у вас возник конфликт. Вместо агрессии или страха, вы видите, как между вами возникает луч света, который символизирует мир и понимание. Этот свет помогает вам и вашему оппоненту найти общий язык, решить конфликт мирно и с мудростью. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится красная свеча, символ силы и уверенности, и гематит, камень, который помогает справляться с напряженными ситуациями и конфликтами. Зажгите красную свечу и держите гематит в руках. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи укрепляет ваше сердце, давая вам силу и уверенность для решения конфликтов. Держите гематит в руках, чувствуя его устойчивую энергию, которая помогает вам справляться с напряженными ситуациями. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх перед конфликтами исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете, что готовы уверенно и спокойно решать конфликты. 15. Страх. Страх неудачи. Кармический совет. Неудачи – это не наказание, а уроки, которые помогают нам стать сильнее и мудрее. Карма напоминает, что каждая ошибка – это возможность пересмотреть свой путь и найти более правильные решения. Неудачи учат нас терпению, настойчивости и гибкости. Принимая их как часть своего пути, вы сможете использовать их в свою пользу и не бояться допускать ошибки. Аффирмация «Каждая неудача – это шаг к моему успеху». Эта аффирмация помогает изменить отношение к неудачам, видеть в них уроки и новые возможности. Визуализация. Представьте, что перед вами высокая стена, которая символизирует неудачу. Вместо того, чтобы бояться ее, вы находите дверь в стене. Вы открываете ее и видите за ней лестницу, ведущую наверх к вашим целям. Почувствуйте, как каждый шаг по этой лестнице укрепляет вашу уверенность, а неудачи становятся ступенями к успеху. Ритуал избавления от этого страха. Вам понадобится золотая свеча, символ успеха и уверенности, и тигровый глаз, камень, который помогает преодолевать препятствия и страх неудачи. Зажгите золотую свечу и держите тигровый глаз в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет ваше сердце уверенностью в своих силах, преодолевая страх неудачи. Почувствуйте силу тигрового глаза, который помогает вам справляться с любыми неудачами на пути. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх уходит, а вера в успех укрепляется. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное избавление от страха неудачи. 16. Страх. Страх одиночества. Кармический совет. Одиночество – это не проклятие, а возможность для глубокой связи с собой. Карма напоминает, что время, проведенное в одиночестве, позволяет нам развить внутреннюю силу и обрести мудрость. Это момент, когда можно углубиться в свои чувства и мысли, изучить свою природу и выйти из этого состояния более целостной личностью. Страх одиночества часто уходит, когда человек начинает ценить моменты саморазмышления и гармонии с собой. Аффирмация «Я люблю и ценю моменты, проведенные в одиночестве, ведь они дарят мне покой и мудрость». Эта аффирмация помогает взглянуть на одиночество как на время для внутреннего роста. Визуализация. Представьте, что вы находитесь в тихом лесу. Солнце мягко проникает сквозь листья, и вокруг вас абсолютная тишина. Вы чувствуете, как каждая клетка вашего тела наполняется покоем, и одиночество превращается в момент гармонии с природой и самим собой. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится фиолетовая свеча, символ духовности и внутренней мудрости, и аметист, камень, который помогает обрести внутренний покой и гармонию. Зажгите фиолетовую свечу и положите перед собой аметист. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи мягко освещает вашу внутреннюю природу, даря спокойствие и уверенность. Держите аметист в руках, чувствуя, как его энергия помогает вам принять одиночество как момент для духовного роста.
Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх одиночества уходит. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете внутренний мир и гармонию с самим собой. 17. Страх. Страх бедности. Кармический совет. Карма напоминает, что бедность начинается в сознании. Чувство недостатка и страха перед бедностью привлекает еще больше финансовых трудностей. Важно изменить мышление с недостатка на изобилие, чтобы энергетически привлечь достаток и финансовую стабильность. Принятие кармического урока, что богатство – это не только материальное благо, но и умение ценить то, что у вас уже есть, помогает преодолеть этот страх. Аффирмация «Я открыт для изобилия Вселенной, и оно всегда течет ко мне легко и свободно». Эта аффирмация помогает освободить ум от мысли о бедности и привлечь финансовый поток. Визуализация. Представьте, что вы стоите под водопадом, но вместо воды на вас льется золотой свет, символизирующий изобилие. Этот свет проникает в каждую клетку вашего тела, и вы чувствуете, как страх бедности растворяется, уступая место уверенности в финансовом благополучии. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится зеленая свеча, символ финансового процветания, и цитрин, камень, который привлекает изобилие и финансовую стабильность. Зажгите зеленую свечу и держите цитрин в руках. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи наполняет вас энергией изобилия, устраняя страх бедности. Почувствуйте энергию цитрина, которая помогает вам привлекать финансовую стабильность. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как уверенность в финансовом успехе укрепляется. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное избавление от страха бедности и открытость для изобилия. 18. Страх. Страх потерять любовь. Кармический совет. Карма учит нас, что любовь приходит и уходит в свою кармическую очередь. Страх потерять любовь может быть связан с прошлым опытом или недостатком самопринятия. Вместо того, чтобы цепляться за отношения из страха, важно развивать любовь к себе и доверие к кармическому потоку жизни. Только так можно быть уверенным в том, что настоящая любовь останется с вами навсегда. Аффирмация «Я достоин любви, и она всегда присутствует в моей жизни». Эта аффирмация помогает укрепить уверенность в том, что любовь всегда рядом. Визуализация. Представьте, что вокруг вас светится яркий розовый свет, это энергия любви. Она исходит из вашего сердца и распространяется по всему телу. Вы чувствуете, что любовь внутри вас безгранична, и страх ее потери просто исчезает, ведь настоящая любовь всегда начинается с вас. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится розовая свеча, символ любви, и розовый кварц, камень, который способствует привлечению и сохранению любви. Зажгите розовую свечу и держите розовый кварц в руках. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи наполняет ваше сердце любовью и уверенностью в том, что она всегда с вами. Почувствуйте энергию розового кварца, который помогает вам привлекать и сохранять любовь. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, чувствуя, как страх потери любви растворяется. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное избавление от страха и уверенность в своей способности любить и быть любимым. 19. Страх. Страх отказа. Кармический совет. Отказ – это не конец пути, а его часть. Карма учит нас принимать отказ не как поражение, а как возможность пересмотреть свои цели и планы. Отказы часто указывают на то, что путь, по которому вы шли, не был вам предназначен. Вместо того, чтобы бояться отказов, нужно видеть в них подсказку Вселенной для дальнейшего роста. Аффирмация «Каждый отказ – это новый шанс для успеха». Эта аффирмация помогает изменить восприятие отказов и видеть в них положительные моменты. Визуализация. Представьте, что перед вами закрытая дверь – это отказ. Вместо того, чтобы расстраиваться, вы видите, что за дверью появляется свет, и это новый путь. Вы с легкостью открываете другую дверь и находите за ней новые, еще более привлекательные возможности. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится белая свеча, символ новых возможностей, и хризопрас, камень, который помогает справляться с отказами и находить новые пути. Зажгите белую свечу и держите хризопрас в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи освещает ваш путь, помогая вам увидеть новые возможности за каждым отказом. Почувствуйте энергию хризопраза, которая помогает вам справляться с отказами и находить новые перспективы.
Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх отказа исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и уверенность в новых возможностях. 20 страх. Страх перемен. Кармический совет. Перемены – это естественная часть жизни, и карма напоминает нам, что они приносят новые возможности для роста и развития. Часто страх перед переменами возникает из-за неуверенности и привязанности к старым привычкам. Принятие перемен как неизбежной части жизни помогает открыть новые двери и улучшить качество жизни. Понимание, что каждая перемена ведет к чему-то новому и лучшему, является важным уроком. Аффирмация «Я открываю свое сердце для перемен и вижу в них возможности для роста». Эта аффирмация помогает создать положительное восприятие перемен. Визуализация. Представьте, что вы стоите на вершине горы, и перед вами открывается великолепный вид. Вы видите, как сменяются времена года, зима переходит в весну, весна в лето. Это символизирует перемены в вашей жизни, и вы понимаете, что каждый сезон приносит новые краски и возможности. Ритуал избавления от этого страха. Вам понадобится оранжевая свеча, символ творчества и перемен, и цитрин, камень, который помогает преодолевать страх перемен и привлекать позитивные изменения. Зажгите оранжевую свечу и держите цитрин в руках. Закройте глаза и представьте, как пламя свечи наполняет вас теплом и светом, растворяя страх перед переменами. Почувствуйте, как энергия цитрина помогает вам воспринимать перемены как положительные события в вашей жизни. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх перемен уходит. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха перед переменами и открытость к новому. 21 страх. Страх быть непонятым. Кармический совет. Карма учит нас, что истинное понимание приходит изнутри. Страх быть непонятым часто связан с неуверенностью в себе и стремлением к одобрению окружающих. Чтобы преодолеть этот страх, важно развивать самопринятие и уверенность в своем мнении и чувствах. Понимание того, что не все должны вас понимать, освобождает от страха и помогает сосредоточиться на своей внутренней гармонии. Аффирмация «Я принимаю себя таким, какой я есть, и моя уникальность – это моя сила». Эта аффирмация укрепляет уверенность и самопринятие. Визуализация. Представьте, что вы стоите перед зеркалом и смотрите на свое отражение. Вы видите человека, который уникален и ценен. С каждым мгновением ваше отражение наполняется светом и уверенностью, и вы понимаете, что быть непонятым – это нормально, ведь важно быть верным себе. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится желтая свеча, символ уверенности и самовыражения, и горный хрусталь, камень, который помогает усилить внутреннюю силу и ясность ума. Зажгите желтую свечу и держите горный хрусталь в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас уверенностью и силой. Почувствуйте, как энергия горного хрусталя помогает вам открыто выражать свои мысли и чувства. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх быть непонятым исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и уверенность в своей уникальности. 22 страх. Страх перемещения или переезда. Кармический совет. Перемещение или переезд может вызывать страх, связанный с новыми условиями и изменениями в привычной жизни. Карма напоминает, что каждый новый этап – это возможность для нового начала. Принятие изменений и открытость к новым впечатлениям могут помочь вам преодолеть страх. Новое место может принести не только изменения, но и новые возможности и людей в вашей жизни. Аффирмация «Я открыт для новых возможностей и с радостью принимаю изменения». Эта аффирмация помогает создать положительное восприятие переезда. Визуализация. Представьте, что вы собираете свои вещи, и каждая из них символизирует новую возможность и опыт. Вы укладываете их в коробки и видите, как ваши воспоминания и мечты создают новое пространство для роста и развития. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится светло-зеленая свеча, символ роста и нового начала, и аметист, камень, который помогает унять страх и обеспечивает гармонию. Зажгите светло-зеленую свечу и держите аметист в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас спокойствием и уверенностью в новом начале. Почувствуйте, как энергия аметиста помогает вам отпустить страх перед переездом и открывает вас для новых возможностей.
Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх перед переездом исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и готовность к новым изменениям. 23 страх. Страх обмана или предательства. Кармический совет. Страх обмана и предательства часто возникает из-за негативного опыта. Карма учит нас, что доверие – это важный аспект отношений. Чтобы преодолеть этот страх, необходимо работать над доверием к себе и другим. Понимание, что все люди имеют свои слабости и страхи, может помочь создать более реалистичное восприятие отношений. Аффирмация «Я доверяю себе и окружающим, и готов открыться для истинной дружбы». Эта аффирмация помогает развить доверие и уверенность в своих отношениях. Визуализация. Представьте, что вы сидите на берегу моря и наблюдаете, как волны нежно омывают песок. Каждая волна – это ваша способность отпускать страхи и открываться для доверия. Вы чувствуете, как вода смывает все сомнения и опасения. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится голубая свеча, символ доверия и общения, и бирюза, камень, который способствует открытости и честности в отношениях. Зажгите голубую свечу и держите бирюзу в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет ваше сердце доверием и спокойствием. Почувствуйте, как энергия бирюзы помогает вам открываться для настоящих отношений. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх обмана исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и готовность доверять. 24 страх. Страх потерять любовь. Кармический совет. Страх потери любви может корениться в прошлом опыте или неуверенности в себе. Карма учит нас, что любовь требует работы и взаимопонимания. Принятие того, что любовь – это процесс, который может меняться и развиваться, помогает снизить страх. Важно работать над укреплением своей самооценки и открытостью в отношениях. Аффирмация «Я заслуживаю любви, и я открываю свое сердце для настоящих чувств». Эта аффирмация помогает укрепить самооценку и уверенность в себе. Визуализация. Представьте, что ваше сердце сияет ярким светом, который привлекает любовь и заботу. Каждый раз, когда вы дышите, свет становится ярче, наполняя вас любовью и доверием к себе и окружающим. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится розовая свеча, символ любви и сострадания, и розовый кварц, камень, который помогает открывать сердце и привлекать любовь. Зажгите розовую свечу и держите розовый кварц в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас любовью и принятием. Почувствуйте, как энергия розового кварца помогает вам освободиться от страха потерять любовь. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх потери любви исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и готовность принимать любовь в своей жизни. 25 страх. Страх неопределенности. Кармический совет. Страх неопределенности – это естественное чувство. Но важно помнить, что жизнь полна неожиданностей и возможностей. Карма учит нас, что неопределенность может привести к новым шансам и открытиям. Принятие неопределенности как части жизни позволяет развить гибкость и адаптивность. Аффирмация «Я принимаю неопределенность как потенциал для роста и новых возможностей». Эта аффирмация помогает развить положительное восприятие неопределенности. Визуализация. Представьте, что вы находитесь на открытом поле, и перед вами открывается множество путей. Каждый путь – это возможность, и вы понимаете, что каждый выбор открывает новые горизонты. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится белая свеча, символ чистоты и ясности, и лунный камень, который помогает справляться с неопределенностью и интуитивным восприятием. Зажгите белую свечу и держите лунный камень в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас спокойствием и уверенностью в неопределенности. Почувствуйте, как энергия лунного камня помогает вам принимать неопределенность как часть жизни и возможность для роста. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх неопределенности исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и готовность принимать новые возможности. 26 страх. Страх забвения. Кармический совет. Страх забвения связан с нашим стремлением быть замеченными и ценимыми. Карма напоминает нам, что каждый человек оставляет след в этом мире.
Принятие того факта, что ваша жизнь и ваши действия важны, помогает справиться с этим страхом. Сознание своего влияния на других и признание своей ценности – важные шаги к преодолению страха. Аффирмация «Я оставляю положительный след в этом мире и ценю каждое мгновение своей жизни». Эта аффирмация помогает развить уверенность в своем влиянии на окружающих. Визуализация – представьте, что вы пишете свою историю на огромном свитке бумаги. Каждое слово – это ваше действие, и вы понимаете, что каждый момент имеет значение. Ваша жизнь полна смыслов и воспоминаний. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится золотая свеча, символ изобилия и признания, и цитрин, камень, который помогает раскрыть внутреннюю силу и свет. Зажгите золотую свечу и держите цитрин в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас теплом и уверенностью в своем влиянии на других. Почувствуйте, как энергия цитрина помогает вам понять, что ваша жизнь имеет значение, и каждый момент важен. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх забвения исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и уверенность в своем влиянии на этот мир. 27 страх. Страх осуждения. Кармический совет. Страх осуждения часто связан с нашим стремлением быть принятыми и одобренными другими. Карма учит нас, что истинное принятие приходит изнутри. Принятие себя и своих уникальных особенностей помогает преодолеть этот страх. Понимание, что не все могут вас понять или одобрить, позволяет освободиться от бремени чужих ожиданий. Аффирмация «Я принимаю себя таким, какой я есть, и не боюсь мнения других». Эта аффирмация укрепляет уверенность и самопринятие. Визуализация – представьте, что вы стоите на сцене и делитесь своими мыслями и чувствами с миром. Вы чувствуете, как свет прожекторов освещает вас, и понимаете, что ваше мнение важно, независимо от того, как его воспринимают другие. Ритуал избавления от этого страха. Для этого ритуала вам понадобится пурпурная свеча, символ самовыражения и внутренней силы, и аметист, камень, который помогает развить уверенность и спокойствие. Зажгите пурпурную свечу и держите аметист в руках. Закройте глаза и представьте, как свет свечи наполняет вас силой и уверенностью. Почувствуйте, как энергия аметиста помогает вам освободиться от страха осуждения и принять свою уникальность. Прочитайте аффирмации вслух 3 раза, ощущая, как страх осуждения исчезает. Оставьте свечу гореть, пока не почувствуете полное освобождение от страха и готовность быть собой без страха перед мнением других. Эти ритуалы, аффирмации и визуализации помогут знаку зодиака Козерог справиться со своими страхами и укрепить внутреннюю уверенность. Каждый шаг требует практики и времени, но они ведут к более гармоничной и счастливой жизни. Спасибо, что были с нами до конца. Надеюсь, вы узнали что-то новое о себе или своих близких. Не забывайте подписываться на канал Астрология Мудрости, ставить лайк и писать комментарии. Если мы наберем 6000 лайков, я выпущу новый ролик о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Оставайтесь с нами, продолжение следует.